Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. И такой довольный сидит. Девятое место. Потому что он такой один. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «От чего прямо сейчас страдают Чонгук и Тэхён?». Ситуация, которая изменила все. Статья, которая разоблачает все искусственные пейринги в BTS, но доказывает, что Вигу – пара. Вигу не могут доверять никому, кроме друг друга, и это печально. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Байкерские коллекции Тэйкук. Тэхён любит есть то же, что и Чонгук. То, что любит Тэхён, любит делать и Чонгук. Седьмое место. Чонгук смотрит на Тэхёна и поет «Ты причина моей эйфории». Шестое место. Поведение пары. Как нежно он показывает места родинок Тэхёна на своем лице. Их необходимость чувствовать друг друга рядом, даже если они на расстоянии, делает меня слишком сентиментальным. Пятое место. Просто Тэхён, который весь разулыбался, когда услышал партию Чонгука.
4 место. Забота. Тэхён так поддерживает его. С лицом ты сможешь сделать это, любовь моя. Третье место. Новости. Чангук был близок к выступлению на Суперкубке. Согласно статье в журнале The New Yorker, Чангука пригласили исполнить ремикс «Standing Next to You» с Ашером на Суперкубке, но он не смог присутствовать из-за своей военной службы. Мы могли увидеть еще одно потрясающее выступление на крупном мировом спортивном событии. Ну да, как-то так я выгляжу, когда вспоминаю все эти моменты. Фотография Тэхёна на образце заявления в школу получения водительских прав. Ну что могу сказать? Эта школа однозначно будет пользоваться теперь успехом. Зайчик очень сильно влюблен, никто не сможет меня убедить в обратном. Чангук посетил ресторан Чосим Ханву с известным композитором рокабери Рока и комиком Джо Сахоу. Рока сказал, он был поклонником Джи Кей и попросил у него автограф. Рокабери создал хитовые ОСТ для таких дарам, как Scared Heart, Goblin, Descendants of the Sun и T.S. Это ужасно милая привычка. Сегодня состоялась премьера документального фильма «Намджуна». Международный кинофестиваль в Пусане в Instagram Stories на сцене приветствия премьеры Right People, Wrong Place. Согласно корейской новостной статье, билеты в открытый кинотеатр на Международном кинофестивале в Пусане, где состоялась премьера документального фильма «Намджуна. Правильные люди». Не в том месте, были распроданы, и более 4000 зрителей посетили его, что стало самым высоким показателем за всю историю фестиваля. Он словно принц из сказки, Чангуку явно нравится. В один прекрасный день я точно взорвусь от этого чувства внутри, которое вызывает во мне этот милый, чудесный, звездный мальчик. Безумно скучаю по его эфирам. Как думаете, будет Чангук возвращать пирсинг
Мне бы, конечно, очень хотелось, но, возможно, он это перерос. А у вас какие мысли? — 26 секунд искренней улыбки Чангука. На церемонии завершения обучения Тэхён со своими родителями. Волнение, гордость и любовь в глазах Тэхёна при виде родителей – пример достойного сына. Ким Тэхён, более известный как V из BTS, является одной из самых выдающихся фигур в кей-поп, известный своим глубоким, проникновенным голосом и харизматичным выступлением на сцене. Тэхён покорил сердца поклонников по всему миру. Но как насчет его личной жизни? Многим поклонникам интересно узнать о его семье, особенно о его братьях и сестрах. У Ким Тэхёна есть двое младших брат и сестра. Младший брат Тэхёна – Ким Чжон Гю. Год рождения неизвестен. Предыстория. Несмотря на то, что в открытом доступе не так много информации о Ким Чжон Гю, известно, что он младший брат Тэхёна. Тэхён держит свою семейную жизнь в секрете, поэтому на публичных мероприятиях нет его официальных фотографий с Чжон Гю. Несмотря на то, что Тэхён является мировой звездой, ему удается скрывать жизнь своего брата от всеобщего внимания, гарантируя, что члены его семьи могут жить нормальной жизнью, не привлекая внимания общественности. Младшая сестра Тэхёна – Ким Ин Джин. Год рождения, предположительно 1996. Предыстория. Ким Ин Джин, по слухам, является младшей сестрой Тэхёна. Как и ее брат, она остается вне поля зрения общественности. В интервью Тэхён упомянул, что хотел бы проводить больше времени со своей сестрой, но его плотный график ограничивает их общение. Социальные сети, информация о ней ограничена, поэтому никто не знает о ее аккаунте в Instagram. Почему братьев и сестер Тэхёна редко можно увидеть? Фанаты часто задаются вопросом, почему члены семьи Тэхёна, особенно его братья и сестры, не появляются на публичных мероприятиях, как семьи некоторых других участников BTS. Для этого может быть несколько причин. Вопросы конфиденциальности. Семья Тэхёна, вероятно, предпочитает избегать внимания, особенно учитывая то огромное внимание, которое BTS получают по всему миру. Личный выбор. У каждого участника есть уникальный способ вести свою общественную и личную жизнь. Тэхён, возможно, предпочтет отделить свою семейную жизнь от карьеры, чтобы защитить их от нежелательного внимания прессы. Плотный график. Учитывая жесткие требования, предъявляемые к членам BTS, у Тэхёна остается меньше времени для общения со своими братьями и сестрами, что приводит к меньшему количеству публичных выступлений с ними. Отношения Тэхёна со своими братьями и сестрами. В нескольких откровенных моментах Тэхён поделился, что скучает по своим братьям и сестрам из-за времени, проведенного вдали от них с тех пор, как присоединился к BTS. Однажды он вспомнил о днях, когда он и его сестра играли вместе в детстве. Однако с тех пор, как он стал стажером в 2013 году, эти взаимодействия по понятным причинам сократились. В то время как братья и сестры Тэхёна могут оставаться в тени, его любовь и уважение к своей семье очевидны. Такой подход к сохранению тайны его семьи позволяет фанатам ценить его артистизм и индивидуальность, уважая при этом его личные границы. Семья Тэхёна, с которой он редко видится, является важной частью его жизни и, несомненно, обеспечивает ему поддержку и опору, которые позволяют ему процветать в центре внимания всего мира.
Ну как он горяч. Каких экспериментов ждете от мистера Кима? Чангук и его бальзамы для губ. СМИ Инчинэлбоу сообщила, что планируется снос фрески Тэхёна. Офис в Сувоне, где находилась фреска, переехал в новое здание в марте 2024 года, поэтому старое здание с фреской будет снесено. Это было рекламным изображением для фестиваля экомобильности в Сувоне. Мэр Ли сказал: «Мы ожидаем, что добавление замечательной фрески в честь фестиваля экомобильности, который в 2023 году отмечает свое десятилетие, привлечет интерес и участие многих горожан». Фреска была создана известным граффити художником Ли Чон Бэ, известным как Стэс, и завершена в октябре 2023 года. Многие выразили разочарование, так как фреска была создана менее года назад. Статистика показывает, что количество посетителей Хэнгундона в Сувоне значительно увеличилось после открытия фрески. Также увеличилось количество случаев культурного туризма. Иностранная студентка считает, что фреска Тэхёна была бы лучшим дополнением к району, чем парковка. Художник Ли Чон Бэ выразил разочарование по поводу сноса фрески, но благодарен за возможность создать это произведение искусства. Такие милые. Окей, но этот жанр фотографий Тэхёна такой классный. Так долго ждал, чтобы именно Чангук дал ему водичку. Текст озвучен в Яндекс.Спичкит. Чангук стал обладателем специальной премии Хэлио на церемонии вручения музыкальных наград Seoul Music Awards 2024. Это 8-й раз подряд. В
голосовании принимали участие зарубежные поклонники, что подтверждает его непревзойденную мировую популярность. Один гардероб на двоих. Очень удобно и практично. Долгожданный альбом уже в пути. Исследователь Dahl Investment and Securities Ким Хи-йок Джин под управлением Big Hit Music, который был уволен из армии в июне этого года, планирует выпустить сольный альбом во второй половине года. Мы считаем, что будет достаточный восходящий толчок для роста цены акций, и ожидаем, что Джин зафиксирует самые высокие продажи своего сольного альбома за все время в четвертом квартале этого года. Мистер Надутые губки. «10 дней до демобилизации. Хасок согревает сердца поклонников добрыми поступками». Хасок, который стал вторым по счету участником BTS, призванным на службу в апреле прошлого года. В настоящее время проходит службу в качестве помощника-инструктора в Центре подготовки новобранцев 36-й пехотной дивизии и должен быть демобилизован 17 октября. С приближением даты демобилизации участника BTS появляется все больше историй о его доброте. Несмотря на службу в армии, Хасок продолжает проявлять заботу о бездомных собаках, вызывая теплоту в сердцах многих. Недавно стало известно, что Хасок поддерживает Центр по спасению бездомных собак в Пусане на протяжении 3 лет и даже пожертвовал корм для животных в честь Чусока. Один из волонтеров поделился в блоге: «Мы всегда благодарны Хасоку, который никогда не забывает присылать еду для собак». Перед Чусоком мама Хасока связалась с нами, чтобы обсудить возможность повторного пожертвования еды, и мы невероятно благодарны за постоянную поддержку. Сотрудники приюта даже сказали, что каждый раз, когда приходит еда, они чувствуют себя обеспеченными. Волонтер также упомянул, что пожертвования Хасока помогли улучшить условия в центре. На самом деле, Хасок не собирался делать свои благотворительные поступки общественными, но они стали известны по просьбе Центра для бездомных собак. В феврале 2022 года Хасок узнал о плохих условиях Центра и пожертвовал средства на строительство 10 новых приютов для собак и на корм для животных. С тех пор он продолжает регулярно делать взносы. Кроме того, в сентябре 2023 года Хасок отправил фудтрак на волонтерскую площадку, где Ассоциация ветеринарных больниц Кореи проводила операции по стерилизации и кастрации бездомных животных, сделав жест доброты. В прошлом месяце его сослуживцы поделились еще одной историей о щедрости Хасока. Сообщается, что он полностью оплатил расходы на встречу для своих сослуживцев. В благодарность его товарищи по службе изготовили баннер с фото. С приближением демобилизации фанаты с нетерпением ждут, как Хасок продолжит распространять положительное влияние после возвращения из армии. Также Idol ведет отсчет до демобилизации вместе с фанатами. Через свой аккаунт в Weverse он опубликовав фото с подписью «D10». Тэхён буквально ходит так, как будто это место принадлежит ему.
Хлебные щечки Тэхёна. Помните, как Чангук в Бон Вояже лег в кровать к Тэхёна, а тот поцеловал его руку? Опубликованные фотографии с международного кинофестиваля в Пусане, где был показан документальный фильм «Намджуна». Чангук, немного шифруйся, все мысли на твоем лице. Комиссия национальной обороны налагает юридические санкции на канал ЧДБ за ложное сообщение о вождении Юнги в нетрезвом виде. Корейская комиссия по стандартам связи, КК, решила наложить юридические санкции на программу Newsroom канала ЧДБ, который опубликовал ложную информацию об инциденте с вождением в нетрезвом виде Юнги. По сообщению Ньюсис, комиссия национальной обороны провела в этот день общее собрание в радиовещательном центре в Макдонге, Сеул, и, заслушав высказывание мнений официальных лиц относительно передачи Newsroom от 7 августа, решила вынести предупреждение, которое является юридической санкцией. Применимое положение известно как статья 14 «Объективность. Положение о вещании в эфире». В то время в передаче новости сообщалось об инциденте с вождением Юнги в нетрезвом виде, а также неоднократно показывались кадры с камер видеонаблюдения, на которых другой обычный человек вел электросамокат, как если бы это были кадры, связанные с аварией. Если аура была бы человеком. Пак Саджун из Вуга упомянул Тэхёна. Вот чему я больше всего завидую в певцах. Особенно я близок с Тэхёном. Я был на концертах Тэхёна несколько раз. Ого! Эти десятки тысяч людей. Насколько это был бы большой катарсис. Это то, чего я никогда не смогу почувствовать в своей жизни. Так что, когда вы выступаете на сцене, что вы чувствуете, когда песня заканчивается? Да, мне очень любопытно. Тэхён и его Сэйси Натура. Его привычка носить очки на затылке. Самый ласковый мужчина на свете.
До чего же прекрасны его глаза. Второе место. Это так интимно. То, как Тэхён не смог оторвать свой взгляд от Чангука. А я напоминаю, что Тэхён просмотрел все варианты и выбрал именно эту аватарку. Первое место. Когда участники похвалили Тэхёна за то, что он хорошо владеет руками, а Чангук сидел и вот так ухмылялся. Он явно знает еще что-то. 가려워라고 이렇게 읽으시니까 Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.